Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 30 марта, суббота, и вы знаете, сегодня последний денежный день, поэтому обязательно в этот день, последний день, вот денежный день марта, обязательно скажите 2 волшебных слова для того, чтобы быстрее привлечь изобилие, достаток, благополучие, денежную удачу в свою жизнь. Помните о том, что это все возможно. Почему это так, друзья? Далее все более подробно в этом видео. А прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите следующую волшебную фразу. Я, ваше полное обязательно имя, живу в состоянии благодарности и изобилия. И это привлекает все больше и больше финансовых благ в мою жизнь. Истинно да будет так. Еще раз. Я, ваше полное имя, живу в состоянии благодарности и изобилия. И это привлекает все больше и больше финансовых благ в мою жизнь. Истинно да будет так. Большая просьба, пропишите это в комментариях. Таким образом, вы уже стали на путь активации, вы уже проработали эту частичную практику. Также желательно сегодня на протяжении дня проговаривать эти слова, а также те 2 слова, о которых мы с вами поговорим далее в этом видео. Итак, друзья, сегодня у нас с вами 30 марта, и сегодня необычный день для многих людей. Почему? Дело в том, что сегодня последний денежный день в месяце, в марте, и многие, конечно же, каждый божий день задумываются о деньгах, и кто-то чувствует их недостаток, кто-то стремится к большому благосостоянию, а просто кто-то хочет больше уверенности в будущем. И вы знаете, это нормальное состояние. Главное это признать в своей жизни, потому что пока вы ругаетесь на денежную энергию, о том, что деньги это плохо и так далее, знать, деньги ко мне придут, потому что вы ограничиваете. То же самое, когда вы пишете в комментариях: ой, я пенсионерка, или у меня только какая-то материальная помощь от государства, и вы мне тут рассказываете о том, что я могу хорошо зарабатывать. Мы можем сказать более, что есть люди, которые слушают нас, наши видео и меняют себя, меняют свою жизнь, и у них это получается. Да, появляются ошибки какие-то, появляются какие-то испытания, трудности, а как вы думали? Так не бывает, что вот раз и все появляется. Тут, когда вы начинаете прорабатывать с этими практиками, в вашей жизни открывается новая дорога, открываются новые возможности, новые пути. Вы начинаете понимать, что вы можете не только жить за счет, например, государства в виде пенсии или какой-то материальной помощи. Оказывается, у вас есть руки, у вас есть голова. Оказывается, вы умеете что-то интересное делать, то, что вы можете монетизировать. Это вам нужно понимать своей головой. Как только вы начинаете это понимать, ваша жизнь меняется. Да, кому-то повезет в лотерее, это тоже прекрасно, но это единицы. А в основном каждый из нас должен энергетически сначала проработать то, что он хочет. Если вы ничего не хотите и считаете, что все во всем виноваты, то вы знаете, вы-то как в болоте живете, где все жабки такие, и каждая квакает и рассказывает о вот таком вот негативе. Наоборот, только в позитивном русле вы должны мыслить и думать. И вот эти 2 магических слова, о которых мы поговорим немножечко, чуточку далее, вы поймете, что они сегодня помогут вам сонастроиться с энергией Вселенной. Именно в этих словах кроется вот эта сила, и вам стоит обязательно на это сегодня обратить внимание. Также давайте проговорим касательно лунного календаря на 30 марта. Вы знаете, сегодня убывающая луна в знаке зодиака Стрелец. И вы знаете, сегодня достаточно такой вот уникальный день по энергетике Луны. Почему? Дело в том, что у нас сегодня Луна в знаке зодиака Стрелец, а Стрелец это у нас кто? Это то, что ассоциируется с оптимизмом, с щедростью, с искренностью, а также стремление к новым знаниям, к новому познанию того, что раньше было, возможно, для вас закрыто. Кроме того, под влиянием знака зодиака Стрелец вы сегодня можете чувствовать желание расширить свои горизонты. Возможно, вы сегодня получите какой-то новый опыт, который подтолкнет вас. Вы знаете, как, возможно, придет сегодня озарение, и вы взглянете на мир с более широкой перспективы.
Кроме того, в этот день вы можете ожидать новых каких-то возможностей, особенно там в области путешествий, обучения, духовного развития. Также сегодня отличный день для того, чтобы погрузиться в изучение каких-то новых тем, заняться самообразованием или начать, например, планировать свое будущее. При этом планировать будущее можно в любой сфере, которая действительно для вас важна и интересна. Это не только могут быть деньги, это может касаться вашего здоровья, это касаться отношений, детей и так далее. Но очень важно, чтобы вы уделяли в первую очередь себе, не экономили на себе, потому что если вы экономите на себе, да, например, такая ситуация, вы не знаете, купить себе сегодня крем или купить, например, что-то, что нужно, например, вашим близким и родным, ну, например, какой-то подарок, да, и вы должны понимать, что вы себя ужали энергетически, вы не позволили себе вот тем энергиям, которые были внутри вас, вы не позволили вот появиться в вашей жизни вот то, что вы очень сильно хотели. Очень многие люди почему-то постоянно себя ограничивают в своих покупках, в своих желаниях, возможностях, потому что говорят о том, что все это будет потом. А потом, знаете, это может наступить через полгода для кого-то, а потом вот эта вот такая вот интересная жизнь может наступить и через 30-40 лет, когда человеку, скорее всего, вот этот активный образ жизни просто-навсего не нужен. Поэтому подумайте об этом, это очень важно. Также сегодняшний день подходит для очищения и освобождения всего ненужного. Вы можете сегодня чувствовать внутреннюю потребность избавляться от старых привычек, от устаревших убеждений или тех вещей, вещей, предметов, которые мешают вам двигаться. Также под влиянием убывающей Луны в знаке зодиака Стрелец это будет особенно благоприятным временем для того, чтобы провести внутреннее очищение и самоанализ. Возможно, у вас есть обида на кого-то. Подумайте о том, что, возможно, вы позвоните человеку или пригласите его на чашку чая в той же кафешке. Не обязательно приглашать к себе домой, а поговорите и обсудите какие-то, возможно, детали. Не бойтесь этого. Помните о том, что вы в первую очередь ответственны перед собой, а не перед кем-то либо другим. Также обращаем ваше внимание, что сегодня, ввиду того, что у нас хоть и убывающая Луна, но она находится в знаке зодиака Стрелец, у некоторых людей сегодня будет такое вот желание новых каких-то впечатлений и приключений. Поэтому люди сегодня некоторые могут быть более склонны к каким-то рискованным действиям. А это может к чему привести? Это может привести к непредвиденным последствиям и к проблемам. Поэтому важно, чтобы вы сегодня сохраняли здравый смысл и осторожность во всех своих начинаниях. Также важно помнить, что сегодня процессы очищения и освобождения от чего-либо могут быть эмоционально даже напряженными. Также сегодня могут возникать какие-то обиды, появляться какие-то нерешенные проблемы, могут проявляться негативные эмоции. Поэтому важно быть готовым к этому и обращаться к поддержке близких людей, если вы уверены и знаете, что эти люди вас поддержат, вам помогут, вам подскажут. Не бойтесь проговаривать те или иные ситуации, которые вас беспокоят в жизни, потому что многие люди думают о том, что у меня, наверное, кто-то подскажет или кто-то, наверное, скажет касательно тех или иных ситуаций. Но вы знаете, пока вы не будете транслировать в этот мир о том, что вам в первую очередь нужно, то и о вас постоянно будут многие люди вытирать ноги, потому что очень многие люди боятся почему-то сказать слово «нет». Да, бывает, что действительно человеку нужно помочь, но когда это происходит постоянно, например, постоянно кто-то просит подежурить за кого-то, да, и каждый раз рассказывает какие-то страшные истории, и вам жалко такого человека, и вы думаете, да, наверное, это, но вы должны понимать топ, когда вам жалко, у вас создается внутри вас определенная энергия, это такая вот зажатость, боли, где-то обиды, возможно, это не все сразу проявляется, но со временем это в первую очередь отражается на вашей денежной энергии и на вашем здоровье, потому что вот эта зажатость, эта энергия, она не идет вот по всему телу как равномерно, как должно быть, и, соответственно, это может приводить к каким-то не очень хорошим последствиям. Поэтому, пожалуйста, обращайте на это особое внимание.
Также обращаем ваше внимание касательно здоровья. Помним о том, что знак зодиака Стрелец, он управляет у нас бедрами, ягодицами, и под влиянием вот нужно сегодня уделять здоровье именно этим частям тела. Это могут быть упражнения. Обращайте также внимание сегодня на здоровье ваших суставов. Делайте легкие упражнения для того, чтобы предотвратить вот эту жесткость и болезненность. Делайте упражнения. Вы знаете, очень приятно, когда идешь по парку и видишь людей пожилых, да, и они занимаются спортом. А не такой спорт, как мы видим по телевизору, такой вот идеальный. Нет, это какие-то упражнения, которые, знаете, мы еще когда-то с вами в школе проходили. И вы знаете, это приятно наблюдать, потому что люди начинают собой заниматься, не уделяют свое внимание себе, своему здоровью. Поэтому тоже подумайте, не надо 2-3 часа, буквально 15-20 минут, ну полчаса. Тяжело выходить, или вы живете там, где вам сложно выходить. В таком случае возьмите дома минут 15-20. Вот подумайте о том, как, допустим, вас что-то беспокоит. Посмотрите в интернете видео касательно упражнений. С первого раза у вас не будет получаться, и это нормально, потому что вы раньше никогда этим не занимались. И потихоньку научитесь чувствовать свое тело. Когда вы начнете его чувствовать, вы начнете многие моменты сами понимать, какие вам упражнения нужны. Потому что то, что в интернете, это общепринятые, да, или это наработанный чей-то опыт, но у вас это может быть свое, а может быть со временем вы так увлечетесь, что станете именно человеком, который будет преподавать, например, касательно, у кого-то может проблема массажа, например, касательно спины, или у кого-то проблемы там с тазобедренным суставом, у каждого это будет свое, у кого-то постоянное давление, это тоже все это упражнения, то есть когда у нас проблемы со здоровьем, помните о том, что наше тело, оно ругается на нас, потому что мы что-то делаем неправильно, здесь ваша задача найти эту первопричину. Иногда люди очень сильно нервничают постоянно. Это также отражается на вашем здоровье. Или у человека достаточно нервная работа, тяжелая работа. Кажется, пока молодой, это же все же нормально. А потом приходит период времени, человек начинает осознавать, но уже поздно. Поэтому ваша задача все-таки уделить этому внимание. Что же касательно лунного календаря денег, друзья, то обращаем ваше внимание, что сегодняшний день, именно знак зодиака Стрелец у нас с вами ассоциируется с оптимизмом, щедростью, стремлением к новым знаниям. Поэтому сегодня вы можете почувствовать такое вот желание расширить свои горизонты касательно денег, обрести какой-то новый опыт. Также, возможно, вам нужно подумать о том, чтобы вкладывать деньги в свое образование, в развитие каких-то навыков или поиска новых возможностей для заработка. Вот после этого видео просто сядьте и подумайте, что вам нужно в первую очередь. И начните. И в вашей жизни обязательно проявятся знаки, подсказки от Вселенной, появятся какие-то возможности. Это все возможно. Помните об этом. Далее давайте посмотрим, какая карта Таро выпала на этот день, 30 марта. И вы знаете, выпала карта Король Пентаклей. Очень хорошая карта, потому что она символизирует собой авторитет, стабильность, финансовое лидерство, да еще и в этот день, 30 марта, видите, все вот собралось воедино. И вот эта карта, она нам говорит о том, что мы должны быть мудрыми в области финансов, мы должны взять на себя ответственность за наше материальное благополучие и принимать решения, которые помогут нам достичь тех или иных финансовых целей. Кроме того, каждый из нас может стать лидером и может научиться управлять своими ресурсами. Главное это делать с мудростью и терпением. Также эта карта показывает нам о том, что мы были вдохновлены быть решительными, целеустремленными для того, чтобы достигать финансовых целей. Теперь давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 30 марта. Итак, друзья, что очень важно? Он говорит о том, что мы с вами были осознанными. То есть внимательно сегодня прислушивайтесь к своим мыслям, к своей интуиции, к своему внутреннему голосу. И Архангел Михаил помогает нам обрести ясность и понимание в наших мыслях и в наших решениях. Также, пожалуйста, сегодня на протяжении дня действуйте только с мудростью. Пусть ваши действия будут основаны на мудрости, на вдохновении. Не спешите, чтобы принимать решения, но не бойтесь действовать, когда придет время.
время. Помните об этом. Теперь давайте, друзья, вернемся к нашей практике о том важных двух словах, которые нужно говорить сегодня себе этот день. Итак, первое слово, друзья, это слово «благодарю». Именно сегодня, на протяжении этого дня, где бы вы сегодня не были, с чем бы вы сегодня не сталкивались, говорите слово «благодарю». Благодарю, скажите солнцу, которое светит над вами. Вы вышли на улицу, и птички поют, поблагодарите их за это. Вы идете в магазин, и вам кассир улыбнулся, или вам что-то кто-то подал, скажите слово «благодарю». И второе слово, которое очень важно, это изобилие. Сегодня, когда вы что-то принимаете также в свою жизнь, это может быть материальное, нематериальное, это может быть какой-то совет вам дали, или, возможно, какая-то подсказка пришла, или кто-то вам чем-то помог, про себя скажите «изобилие». И вот эти два слова, они сегодня очень гармоничны, и они вам помогут, возможно, знаете, откроют вам глаза на то, как вы можете зарабатывать, и то, как вы можете привлекать именно деньги в свою жизнь. Помните о том, что каждый человек может быть богатым, потому что каждому это дается по умолчанию. Только одни этого не видят, ввиду того, что им нужно пройти какие-то очень жизненные уроки, и другим это просто легко дается. У каждого свое. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Давайте вместе с вами в комментариях к этому видео пропишем следующую важную фразу, которая звучит следующим образом. Я, ваше полное имя, живу в состоянии благодарности и изобилия. И это привлекает все больше и больше финансовых благ в мою жизнь. Истинно, да будет так. Девочки и мальчики, мы в описании оставим эти волшебные слова. Обязательно их напишите в комментариях к этому видео для активации. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.